Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать рюкзак. Для вязания нам понадобится конечно же, шнур. У меня это шнур Карамель Дольче. Понадобится 3 моточка. В одном моточке, толщина шнурочка 4 мм, в одном моточке 100 метров. Конечно же, это набор для рюкзака. Свой наборчик для рюкзака я покупала на Wildberries. Ссылку оставлю в описании под данным роликом. Но, в принципе, всю фурнитуру, шнур Карамель Дольче и всю фурнитуру для рюкзака можно купить на сайте Пряжа Центр. По моему промокоду будет скидка 10%. Опять же, ссылочку на свой промокод оставлю в описании под данным роликом. Еще для работы нам понадобится маркер и крючок номер 4,5. Итак, начинаем с обвязки донышка. Донышко у меня размером 26 на 14 сантиметров. Здесь 40 отверстий. Берем наш шнур. Сначала мы проложим косичку по всему периметру. Вот, начиная где-то по серединке, оставляем небольшой хвостик, потому что этим хвостиком мы будем закрывать нашу косичку. И протягиваем. Берем основной наш шнур и в каждое отверстие провязываем вот такую косичку. Здесь хвостик подтянули, мы потом этим хвостиком закроем все наши косички. Вот таким вот образом по всему периметру мы прокладываем вот такую косичку. Смотрите, когда остается у нас не провязанным одно отверстие, крючок ныряет сюда и захватывает не основную нить, а наш хвостик. Вот так вот вытянули хвостик и сделали искусственную петельку. Все, вот таким вот образом. Видите, не видно никакого перехода. Для провязывания первых петелек возьму крючок поменьше, номер 4. Смотрите, здесь у меня всего 40 отверстий. Я провяжу так, чтобы у меня было 72 столбика без накида. То есть я на каждой стороне сделаю по 4 одиночные петли. Остальные у меня, вот с этой стороны у меня будет 4 одиночные и с противоположной. Остальные все петельки у меня будут провязываться по 2. Я сейчас покажу, как я их буду располагать. Здесь мы провязываем. Первая петля у нас идет одиночная. Это мы уже взяли основную нить. Хвостик при этом сейчас будем ввязывать. Здесь у меня серединка. Я здесь провязываю 2 столбика без накида. Далее у меня идет 1 столбик. Снова 2. Один. Далее по всему кругу все вот эти петельки у меня будут по 2. Только когда дойдем до противоположной стороны, я
сделаю так же, как и на этой стороне. То есть сейчас вот этот овал мы провязываем все петельки по 2 столбика без накида. Итак, донышко полностью обвязала. Смотрите, всего у меня 40 дырочек. С одной стороны у меня 4, раз, 2, 3, 4 одиночные. И с другой стороны напротив как раз получается тоже раз, 2, 3, 4 одиночные петли. Остальные все связаны по 2. То есть итого у меня получилось 72 столбика без накида. Для вязания узора нам понадобится количество петель кратно 3 минус 1 петля. То есть сейчас у нас 72 столбика без накида. Это как раз количество делится на 3. Мы потом, я покажу, как мы это сделаем, уберем одну лишнюю петельку. Итак, смотрите, меняем на наш крючок номер 4,5 и переходим на вязание уже просто столбиков без накида. Так, смотрите, вот так вот полупетельку захватываем, вытягиваем эту петлю, да, вот так немножко подтянули, а крючок под полупетлю и под перемычку заводим вот таким вот образом. Вытянули, вот эту петельку подтянули, вот так вот провязали первый столбик без накида. Мы вяжем первый ряд за полупетлю и за перемычку, просто столбики без накида. Первый и второй ряд так вяжем. Ряды мы не закрываем, мы будем вязать просто по кругу. Также и узор будем вязать. То есть сейчас первый ряд провязываем 72 столбика без накида. Вот так вот по кругу. Так, провязали первый ряд, 72 столбика без накида. Обязательно себя перепроверьте, потому что последняя петелька, она провязывается вот сюда вот, как бы за вот этот вот переход. Вот, смотрите, это был наш переход. То есть мы опять же за полупетлю берем, вот так вот провязали 72 столбика без накида. И, как я уже говорила, ряды мы не закрываем, а просто вяжем по спирали, по кругу. То есть переходим на второй ряд. Опять же, второй ряд мы провязываем только столбики без накида. Мы сюда поставим маркер, чтобы видеть, где у нас начинаются ряды. Опять же, второй ряд вяжем только столбики без накида. И уже начиная с третьего ряда, в конце второго ряда мы одну петельку уберем. Я покажу, как это делать. Как я говорила, для моего узора, для вязания нашего узора количество петель должно делиться на 3 минус 1 петля. Поэтому здесь у нас пока 72 столбика, нам необходим 71 столбик без накида. Вяжем второй ряд, и с третьего мы уже начнем вязать наш узор. Итак, довязываем второй ряд, который мы вязали тоже просто столбиками без накида. И смотрите, из последних двух петелек делаем одну. Первую берем за полупетлю и вторую берем полностью. Вот так вот протягиваем наш шнур. Вот, и получилась у нас одна петелька. Из двух сделали одну петлю. Теперь у нас получился 71 столбик без накида. Все, теперь мы начинаем вязать наш основной узор. Так, начало третьего ряда провязываем первый столбик без накида. Здесь ставим маркер начала ряда. Так, первый, второй. Вот так вот крючком возвращаемся вот сюда, вот в это отверстие, где мы провязывали первый столбик. Вытягиваем шнур. Так, смотрите, следующее у нас отверстие. И то, которое ниже, и еще на одно ниже.
вот сюда. Вот, смотрите, следующая петелька у нас, петелька под ней и в основании вообще первого ряда. Вот так вот протянули, все на одном уровне, 3 петли на крючке, и мы все это провязываем. Вот эту петельку, вот эту, которая под нашей длинной петлей, мы пропускаем и снова вяжем. То есть узор как бы состоит из 3 столбиков без накида, да, раппорт. Ныряем вот сюда, вытянули, 1, 2, 3, провязали все петельки на одном уровне, все вместе провязывая. Так, чтобы вам не запутаться, вот в принципе внизу, когда вы ныряете, видите, каждая вот эта длинная петля, она, то есть идет 1, 2, 3, 1, 2, 3. Она у нас будет третьей. Вот эту петельку следующую мы пропускаем, как я говорила, провязываем 2 столбика без накида, шажок назад, вытянули. И здесь просто можно вот по этим нижним петлям считать. 1, 2, 3. В третью нам надо. Если, ну, либо так, как я вам сказала, 1, 2, 3. То есть вот следующая петля, которая у нас идет, это отверстие. И в основании самого первого ряда. Все вместе петельки вытянули и провязали. Вот так вот раскладывайте ваши петельки, чтобы они красиво лежали, если они у вас где-то перекрутились. Так, идем далее. Снова 1, 2. В основании вот этого первого. 1, 2, 3. Последующие ряды, они уже проще. Там даже ничего считать не надо будет. Там узор, он сам будет формироваться. Все, то есть вяжем до конца этот ряд. Я покажу, как перейти на следующий. Так, смотрите, довязываем до конца наш третий ряд, либо первый ряд узора. Маркер снимаем, мы его просто опустим ниже, чтобы видеть, где мы начинали вязать наши ряды, где у нас переход с одного ряда на другой. Так, как я и говорила, ряды мы не закрываем. Так, первая, вторая петелька, вытянули петлю и 1, 2, 3, и отсюда на 1, 2, 3, третья. То есть вот как раз у нас все ровно и получается. И все, и сразу ничего не закрываем, и мы переходим на четвертый ряд. Вот как все у нас получается. Везде одинаковое количество петелек. Между этими вытянутыми по 2 петли. И далее как вяжется узор. Далее во всех последующих рядах вяжем. Опять же 1, 2 столбик. Шаг назад. 1, 2, 3. Вот таким вот образом. То есть получается вот такая, ну, узор называется пшеница. Не знаю, может, вы знаете, какое другое название этого узора. Я думаю, что названий несколько у него. Так, снова 1, 2, шаг назад сюда и вот сюда. 1, 2, 3. Смотрите, чтобы у вас вот эти петельки были ровненькими. Вы сразу их красиво выкладываете, дабы потом не поправлять. Одна, вторая петелька. Туда, куда провязали первую. И 1, 2, 3. Далее эти колоски, они формируются, то есть их будет легче провязывать. 1, 2. Все, и вот таким вот образом мы красиво их выкладываем. Вот какие колоски
или узор пшеница. Вяжем до конца 4-й ряд. Еще раз покажу 5-й. Итак, смотрите, провязали 2-й ряд узора. Ряды, опять же, не закрываем. Вяжем далее. И уже 3-й и последующие ряды, смотрите внимательно, как мы будем вот эту длинную петельку делать. Так, провязываем 2 столбика, шаг назад, а длинную ножку мы вот сюда, видите, вот в основании вот этой ножки предыдущих рядов. Вот, смотрите, как эти колоски наши будут идти. Снова столбик, 2-й. Последующие ряды тоже они так вяжутся. То есть, смотрите, потом 1, 2, сюда шаг назад, и вот эта длинная петелька сюда. То есть, вот эти колоски будут идти у нас наискосок, и уже 2-я длинная петелька с 3-го и в последующих рядах вот сюда, видите? Вот следующее, вот у нас здесь отверстие. Так, и вот в это основание. Петельки вытянули, красиво поправили. Вот как-то так. Я думаю, что вы справитесь, потому что здесь ничего сложного нет. Ряды закрывать не надо. Вот где начало нового ряда у нас стоит маркер. Все вот так вот по прямой вяжем. Вяжем на необходимую нам высоту. Итак, провязав в длину 26 сантиметров, для меня этого вполне достаточно. Вот что остается от 3-го моточка шнура. Да, смотрите, я оставила маркер, где я начинала вязание. То есть я вязала, не закрывая ряды. Видите, никаких переходов, ничего у меня не видно. Теперь просто закрепим ряд соединительными полустолбиками. То есть вот таким вот образом провязываем по всему периметру. Тогда вот этот ряд у нас получится вот таким вот плотным и красивым. Так, идем по всему кругу, приходим туда, откуда мы начинали вязать вот этими соединительными полустолбиками. Так, провязали по кругу. Свой шнур я уже обрезала. Вытягиваем петельку. Вот здесь у нас была 1-я петля. Вот здесь мы закончили. И делаем последнюю искусственную петельку. И вот здесь вытягиваем наш шнур. Все, хвостик спрячем. Вот, смотрите, как оно получилось. Вот эта сторона, она у нас будет тыльной, то есть к этой стороне мы будем привязывать еще клапан. То есть можно маркер не снимать пока, чтобы видеть, где наша тыльная сторона. Далее работаем с утяжками. Хвостик мы спрячем. Теперь смотрите, наш рюкзачок вот так вот складываем наполовину. Никаких отверстий специально для утяжек я не делала, так как вот эти вот дырочки, которые между нашим узором, смотрите, какие они идеальны для этих утяжек. Утяжки хорошо проходят через эти дырочки. И смотрите, как я себе сделала отметки. Я сразу буду говорить и сразу буду сюда вставлять утяжки. То есть вот разделили на половинку. И отмечаем, вот это у нас середина. Я буду утяжки вставлять вот 2-й ряд. То есть считаем вот эта дырочка, вот в эти дырочки. Да? 2 узора будет у меня между утяжками. Вот здесь они будут проходить. Далее, хорошо, начинаем вставлять утяжки. Сейчас все по порядку расскажу. Вот утяжки, которые были в комплекте с зажимом. Вынимаем и сразу же начинаем их вставлять в рюкзачок. Сразу вот по ходу буду рассказывать. То есть вы здесь посерединке выделили. Расстояние у меня это вот эти 2 косички. 2 косички моего узора. И сверху 1, 2, 2-й ряд. То есть 2-я дырочка.
Это лицевая сторона у меня. Вот так вот в эту сторону продеваем. Потом считаем 1, 2, 3 косички. Продеваем нашу утяжку обратно. И опять же, все будет идти по второму ряду. 1, 2, во вторую дырочку. Все будет продеваться. Далее переходим на нашу изнаночную сторону. Смотрите, как здесь мы все помечали. На уголочках мы пропускаем 1, 2, 3, 4. 4 наших колоска узора. Продеваем вот так вот утяжку. Потом уже с задней стороны, с тыльной стороны 1, 2 колоска. Утяжку снова продеваем. Потом считаем 1, 2, 3, 4. То есть вот как на изнаночной стороне, да, там было расстояние 2 колоска, здесь уже посерединке оно 4. Так, и следующее расстояние 2 колоска, утяжку продеваем обратно. Потом все стяну, покажу, как в итоге будет. И на боковинках, как и там у нас было, 4 колоска. Продеваем ее внутрь. Все подтягиваем. Так, и 1, 2, 3 колоска, и наша утяжка возвращается обратно. Только мы сейчас все подтянем. Вот видите? Вот. 1, 2, только одна длиннее. Сейчас я все подтяну и покажу, какую форму принял наш рюкзачок. Итак, смотрите, как складывается мой рюкзачок. Мне все нравится. Все вообще идеально получилось. Боковинки, вот вид сзади, тыльная сторона, да, сюда будем пришивать клапан. Вот утяжки. То есть утяжки здесь очень хорошо ходят, передвигаются, поэтому я никаких дырочек и не делала. Все, сейчас покажу, как мы будем присоединять клапан. Итак, вот это наша тыльная сторона. Вот клапан. Смотрите, я буду присоединять не к самому краю. Так неудобно будет закрываться рюкзак. Будет перекос наперед. Да, я присоединяю вот прямо даже за нашими этими лямками. То есть наметили себе серединку. Ровненько наметили. Вот смотрите, где мои лямки. Вот сюда я прикладываю. Так, сейчас приложу, закреплю маркерами и покажу, как мы будем делать. Итак, я крючок взяла поменьше, чтобы было удобно работать через эти отверстия. Оставляю небольшой хвостик. Мы потом будем делать первую петельку. И вот смотрите, на каком у меня получается расстояние. Я никогда не креплю за край изделия. Так. Протягиваем и вот таким вот образом стежками, вытягивая наш шнур, идем и провязываем косичку по всему периметру рюкзака. Все, то есть суть поняли. Встретимся, когда пройду весь рюкзачок косичкой. Итак, проложили косичку по всему клапану. Смотрите, сейчас формируем последнюю петельку. Я уже обрезала свой шнур. Вытягиваем. Так, и просто с изнаночной стороны продеваем. Так, снова вытягиваем, только уже не туда, куда мы продевали, а вот как бы формируя вот так вот петельку. Вот, закрепили, опять же с изнаночной стороны, через последнюю нашу ячейку.
Вот, смотрите, здесь вытянули обратно. Так, вот какая получилась косичка. Вот моя последняя петелька. И сейчас еще вот наше начало вязания. Мы здесь тоже сформируем такую искусственную петельку. Вытянули наш шнур. И опять же вот так его протянули. Хорошо все подтянули и с изнаночной стороны вытянули. То есть как бы косичка у нас вот начинается оттуда и идет по всему периметру. Сейчас покажу, как выглядит рюкзачок. Так, смотрите, когда мы закрыли наш рюкзачок, и теперь проверяем. Видите, клапан вот ровненько проходит вот по этим вот стеночкам. То есть идеально. Сейчас я прикреплю замочек, а замочек вот такой вот у меня шел в комплекте. Так, сейчас найду серединку вот здесь на клапане, и я его присоединю. И тогда мы уже наметим место, где нам на самом рюкзачке цепляется вторую часть нашего замочка. Замочек я присоединила к клапану. Теперь у нас остается вторая часть замочка. Вот ее одели и посмотрели, вот так вот приложили, как вам удобно, чтобы ваш рюкзачок закрывался. В этом месте ее снимаем. И вот так вот фиксируем, чтобы вот эти вот наши крепления вот сюда. То есть мы ее зафиксировали и с обратной стороны прижали. Вот таким образом мы одели замочек. Еще что нам остается? Еще остается нам присоединить лямки. Смотрите, у меня в комплекте этот, который я заказывала на Wildberries, было еще 2 лямки и 2 кольца. То есть 2 кольца мы вот сюда вот присоединяем и, соответственно, каждую лямку. Вот за эти 2 кольца. Сейчас покажу итоговый результат. То есть, если вы купили наборчик на Wildberries, все вот это есть в комплекте. Если же вы отдельно будете покупать на сайте Пряжа Центр вместе со шнурочком, то все, что необходимо купить, я напишу в описании под данным роликом. Лямки присоединила. Замочек на месте. Вот такой получился красавчик рюкзачок. Кстати, очень легкий. Может быть от того, что это не кожаная фурнитура, то есть сама фурнитура легкая. Очень легкий, компактный, красивый, оригинальный. Так что, если вам понравился мой мастер-класс по вязанию вот такого вот рюкзачка, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще много чего интересного. Всем пока-пока, до встречи!